Сказка «Принц Ворон», 5 глава. Разговор ведьмы с феей. В королевском замке, в своих покоях, от тоски и болезни умер король. Горе охватило все королевство. Одна лишь злая ведьма радовалась и смеялась. Теперь она могла хозяйничать во всем королевстве так, как ей вздумается. Сразу после похорон своего мужа она устроила пир, пригласила всех ближайших соседей и свою дальнюю родственницу, фею. Колдунья водила ее по замку и хвасталась своим богатством и своими владениями, ликуя от радости, что теперь ей никто не мешает, хвастливо говорила своей кузине: «Это все мое! Я теперь хозяйка всего королевства!» Фея посмотрела на нее и спокойным голосом сказала: «Дорогая, а ты не забыла, что у этого королевства есть наследник? Он жив и рано или поздно вернется, ведь именно он законный хозяин этого богатства», — напомнила фея своей кузине. «Нет!» — крикнула разъяренная колдунья. «Он не вернется, он умрет! Птицы долго не живут!» «Какая же ты злая, жадная и ненасытная!» — сказала ей фея, а потом добавила: «Я ведь все слышала в тот день, какое заклинание ты прошептала над принцем. Я его изменила. Принц не умрет, он вернется». От этих слов колдунья вся побагровела. Ее глаза налились кровью. Стиснув от злости зубы, она пробубнила себе под нос: «Я уничтожу его! Я обрежу ему крылья! Я вырву ему сердце!» И сильно топнула ногой. Фея посмотрела на ведьму и лишь улыбнулась. Колдунья была в бешенстве. Она покраснела от злости, сжала свои кулаки. Глаза, налитые кровью, расширились, а ее волосы вздыбились на голове так, что она стала похожа на пугало с большими глазами. Глядя на свою кузину, все так же стиснув зубы, ведьма произнесла: «С самого детства ты всегда мешала мне. Когда мы вместе учились магии в школе колдунов, ты постоянно делала мне назло. Сколько зверей я покалечила, сколько гнезд разорила. Ты всех спасала и лечила, ведь мы обе из одного клана, ответь мне!» Она сделала усилие и крикнула еще сильней: «Почему? Ты всегда делаешь все наоборот!» «Почему?» – переспросила фея. «Потому что моего сердца коснулась иная сила, и это любовь ко всему живому и неживому. Когда эта сила поселяется в твоем сердце, ты становишься непобедимым. Любовь, доброта, сострадание – это самое прекрасное и самое сильное чувство. Эта огромная сила разрушает любые преграды, будь то волшебные или жизненные. Когда ты любишь, ты разорвешь любые цепи, связавшие тебя. Вот такая магия досталась мне. А если говорить о тебе, то мне тебя жаль. Ты несчастна». Медленно прохаживаясь, фея подошла к окну и стала любоваться видом из него. «Ты все врешь!»
крикнула ведьма и сжала свои кулаки еще сильнее. «Я богата! У меня есть власть! А счастье — это удел бедняков! Ты своей злостью поедаешь всех вокруг и тем самым съедаешь саму себя изнутри. У тебя есть все — золото, этот замок, это королевство, но ты самая бедная на свете. У тебя нет никого, кто бы тебя любил по-настоящему. Тебя все боятся и просто служат из страха. Все так же спокойно сказала фея. «Хватит! Замолчи!» крикнула колдунья своей кузине. Она стала надуваться, как жаба, и изрыгнула из себя желчь, скорчила свое лицо от отвратительной горечи. «Вот видишь, не поворачиваясь, сказала фея, все, что ты копишь в себе, рано или поздно выходит из тебя наружу». Добрая кузина стояла спиной к ведьме. Злая колдунья руками начала рисовать в воздухе магический знак, но фея, не поворачиваясь, взмахнула своей правой рукой и произнесла: «Даже не пытайся!» Знак тут же исчез. Фея повернулась, прошла мимо ведьмы и ушла, оставив злодейку одну. Колдунья в ярости рвала и метала по комнате и продолжала бурчать себе под нос. «Ну, я вам еще устрою! Я вам всем покажу! Вы у меня еще попляшете!» Бормотала она. Всю следующую ночь ведьма что-то колдовала в своей потайной комнате. По всему полу лежали разбросанные колдовские книги. В котле что-то варилось и булькало. И вот к утру все было готово. Она держала в руке пилюли. С довольной ухмылкой на лице сказала: «Ну вот, теперь вы у меня все получите. Теперь у меня все получится». Положила пилюли в шкатулку и спрятала в потайном месте от посторонних глаз. Замарашка, гуляя по лесу, обнаружила маленький ручеек. Ей стало очень интересно, куда он так стремительно бежит, и пошла за ним вниз по течению. Вскоре перед ней открылось небольшое озерцо. Именно сюда так стремился ручеек. Девушке захотелось искупаться в озере. Она разделась и, оставшись в одной нижней сорочке, вошла в воду. Самое удивительное с ней произошло то, что когда она подошла близко к воде, ее лицо не было грязным, наоборот, оно стало красивым и белоснежным. На щеках был едва заметный румянец, губы были нежно-розового цвета, и она была обворожительно мила. Ее черные длинные волосы блестели на солнце и спадали с плеч. Она вошла по пояс в воду, стала мыть их и тихо напевать песенку. А когда она вышла из воды и оделась, то снова превратилась в замарашку. Анисия еще раз подошла к воде, присела, похлопала о воду руками, поднялась и с радостным видом ушла. Быстро нашла обратную дорогу и вернулась в свою хижину. Ворон сидел на соседней ветке и все видел. Как только замарашка ушла, он взмахнул крыльями и улетел в свой замок. Конец 5 главы.
Мои дорогие друзья, история еще не закончилась. Наших героев ждут трудные испытания, и они их обязательно преодолеют. Я жду вас в следующей главе. А пока подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А я с вами прощаюсь до следующей главы. Спокойной вам ночи, мои дорогие, и сладких вам снов!